государств. Мы считаем абсолютно неприемлемым тот акцент на принципе территориальной целостности, который делает Запад и который делают руководители секретариата ООН и других международных структур при полном игнорировании права наций на самоопределение. Там четко записано: необходимо уважать территориальную целостность всех государств, чьи правительства не нарушают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота население Крыма, юго-востока Украины? Конечно же нет. На этих переговорах от 16 мая в Стамбуле, когда они возобновились, мы настаивали на отмене всех этих дискриминационных законов и будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время. Нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это обязательство, именно провозглашение нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса на вечные времена сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства и Российской Федерации, и всеми остальными членами международного сообщества. И возвращение к этому клятвенному обещанию, который нацистский режим пытался нарушить и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус, записал это в Конституцию, возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле.